Привет, я доктор Берг. В этом видео я расскажу вам о самом быстром способе похудеть. Я покажу вам очень эффективную стратегию. Главное в ней один гормон, сжигающий жир. Он называется гормоном роста. Его производит крошечная железа в мозгу, гипофиз. Действует этот гормон через печень. Гормон роста — основной гормон, сжигающий жир. Его выработку можно стимулировать интервальным голоданием. Вот стратегия, которая дает великолепные результаты. Итак, первый шаг. Вам нужно есть всего 3 раза в день. Никаких перекусов. Не надо есть 5 раз, но понемножку. 3 приема пищи в день и все. Никаких перекусов. Скоро я скажу, что нужно есть. Сначала я хочу объяснить, по какому шаблону нужно питаться. 3 дня подряд вы едите только 3 раза в день. Никаких ночных дожоров. Только 3 приема пищи. Через 3 дня переходите на 2 приема пищи. Возможно, утром вы не хотите есть. Тогда можете первый раз поесть в обед, а второй раз в ужин, но кроме этого ничего. Если голодны утром, пусть первый прием пищи будет утром. Потом поешьте в середине дня, растяните этот промежуток. Кто-то хочет есть в 11:30, а потом в 4 часа дня. Это хорошая ситуация. Но ешьте только 2 раза в день. Никаких перекусов в промежутке. Ведь перекусы повысят инсулин, а инсулин понизит уровень гормона роста. Мы же пытаемся повысить уровень гормона роста. Третий шаг. После 3 дней двухразового питания переходите на 1,5 приема пищи в день. То есть 1 раз вы едите нормально, большую порцию со всеми питательными веществами. Про это я расскажу чуть позже. А потом вместо 2 приема пищи вы просто пьете шейк из зелени. Можете использовать готовый порошок, а можете сделать смузи, скажем, из кейла и стевии с ягодным вкусом для сладости. Но это должен быть просто шейк из зелени. Если от этого у вас вздутие, переключитесь на шпинат или что-то еще. Я люблю класть в шейки кейл, свекольную ботву и петрушку. Еще я добавляю немного жидкой стевии с ягодным вкусом. Напиток отличный, сразу прилив сил. Это и будет половина приема пищи. По сути, это 1 прием пищи, а потом куча зелени. Ведь нужно вывести жир, который вы сжигаете. После 3 дней по 1,5 приема пищи вернитесь к 3 приемам пищи в день. Понятно? Если вы, к примеру, делаете мало упражнений и у вас очень упрямый метаболизм, то можете переключаться с 2 приемов пищи на 1,5. Ешьте то 2, то 1,5 раза в день. Некоторым нужно есть 3 раза. Смотрите, как вы себя чувствуете, есть ли усталость. И ешьте 3 или только 2 раза. Продолжайте менять количество приемов пищи. Зачем? По сути, мы сначала едим, потом не едим, потом опять едим, потом опять не едим. От этого подскочит гормон роста и начнется сжигание жира. Очень важно и то, что вы едите. Во-первых, необходимо есть овощи. Почему? Потому что в них мало углеводов, много витаминов и питательных веществ. Вам нужно много салата или овощей. Но, конечно, я не о кукурузе. Итак, мы едим овощи и немного белка. Объем белка должен быть примерно с карточную колоду или вашу ладонь. Где-то 140 грамм. Это в среднем. Может быть, чуть больше или чуть меньше. А еще нужны жиры, полезные жиры. Зачем? Они позволят вам дольше оставаться сытыми. Сначала ешьте мало жиров, потом все больше и больше. Например, арахисовая паста или бекон. Но проверьте, чтобы в беконе не было нитратов и гормонов. Еще можно есть кокосовые жиры и авокадо. Кокосовое масло. Можно делать кето-бомбы. Рецепт я дам под видео. Можно много чего приготовить с оливками, орехами, пеканом. Нам нужны жиры. Низкое содержание жиров нас не устраивает, а безжирное нам не нужно. Очень важно не есть сахар, не есть крахмал, не есть рис, никакой кукурузы, никакой картошки и даже фасоли. В них слишком много углеводов и никаких перекусов. Таков самый быстрый способ похудеть. Вы и похудеете, и улучшите самочувствие. Важно есть много зелени, чтобы выводить сжигаемый жир. Итак, повышаем гормон роста и чередуем количество приемов пищи. И так, пока не достигнем цели. Процесс пойдет еще быстрее, если делать упражнения. Но это уже хорошее начало. Оставляйте комментарии и до встречи в следующем видео.